Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о Радонице, поговорим, когда поминальные дни после Пасхи, что нельзя делать на провод, уделим внимание народным приметам и народному календарю на это время. Поэтому далее все более подробно. Итак, вторник, друзья, 3 мая. Все мы с вами, православные христиане, отметим Радоницу. Именно на 9-й день после Пасхи снимается ограничение на посещение кладбищ. И в родительский такой день важно помнить о запретах и правильно поминать усопших. Незадолго после праздника Пасхи все мы с вами, православные христиане, отмечаем поминальные дни, которые еще называют проводы, проводки, гробки или Радоница. В традиции вся вторая неделя после Пасхи вообще поминальная, когда родственники приходят на могилки к умершим. И в этом 2022 году именно Радоница приходится на 3 мая. Да, в разных регионах нашей страны есть кое-какие традиции, но считается это так, что от Пасхи должно пройти 8 дней и на 9-й и отмечают Радоницу или проводы. Радоница, друзья, это весенний праздник поминовения усопших у нас, восточных славян, приходившийся в разных местностях на воскресенье, где-то на понедельник или на вторник Фоминой недели. Конечно же, в некоторых местах так называется и вся неделя Фомы. Но праздник Радоница, 9-й день от Пасхи, это день особого поминовения усопших, родительский день, в который принято обязательно посещать кладбище и поминать умерших родственников. Этот день считается Пасхой для усопших. В этот день после литургии или после вечернего богослужения совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище и должны помолиться об умерших. Традиция Радоницы происходит еще со времен язычества и связана с культом предков. Это слово означало весенняя радость, и наши предки верили, что так души радуются, когда их поминают добрым словом, не забывают о них. После внедрения христианства языческие верования переплелись с религией, и поминальные дни после Пасхи стали отмечать тогда, когда раньше праздновали Радоницу. Но любые радости и веселья в этот день жестко осуждаются христианством. На Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза. И часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. И такое общение с усопшими, выраженное через простые бытовые действия, отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами церкви того Бога, который не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея. Конечно же, сам праздник имеет глубокую историю, корни которой ведут из древности от языческих праздников. У древних славян был культ почитания своих предков. Они верили, что мертвые, находясь в подземном мире, могут влиять на урожай и на плодородие земли. В славянском календаре поминальная неделя называлась Радоницкой и начиналась на Красную Горку, которая в нашем времяисчислении тождественна с Фоминым воскресеньем. Праздник и символизировал приход весны. На Красную Горку местом действия праздника было возвышенное место, откуда можно было увидеть восход солнца. На празднике веселились, на заре встречали солнце и водили хороводы. А на Радоницу после полудня вся семья шла на кладбище, где по могилке было принято катать крашеные яйца, поливать их пивом. Могилы накрывали рушниками, на которые клали различные яства. А чтобы задобрить духов умерших предков и защититься от них, хозяин одно крашеное яйцо закапывал в землю у могилки.
После этого вся семья садилась вокруг могилы, все выпивали вина, пиво и употребляли принесенную с собой еду. На некоторых могилах устраивали даже игрища, веря, что души умерших радуются, наблюдая за этими действиями. Возвратившись с кладбища, люди старшего возраста оставались дома, а молодые шли водить хороводы, играть в веселые игры и петь песни. С приходом христианства церковь начала жестокую борьбу с языческими обрядами. Однако борьба не увенчалась успехом, и языческие обряды хоть и претерпели некоторые изменения и наполнились даже новым содержанием, но крепко устоялись в христианской культуре и по сей день. Давайте теперь поговорим о том, что можно и что нельзя делать на кладбище в этот день. На кладбище следует зажечь свечку, помолиться, прочитать акафист о упокоении усопших, убраться на могиле. Можно просто помолчать, вспомнив покойного. Есть и пить алкоголь на кладбище, лить спиртное на могильный холм, а также оставлять рюмки с кусочком хлеба, пасхальные яйца – это все пережитки язычества и того вот советского периода. К сожалению, церковь эти народные традиции не поддерживает, но вы должны понимать и то, что в каждом регионе есть свои определенные тонкости, есть свои определенные народные приметы и традиции, которые передавались из поколения в поколение. Поэтому, если вы их соблюдаете и вы так делаете, это тоже хорошо. Не стоит расстраиваться, что в вашем регионе, например, в этот день того или иного нет. Вы должны понимать, что в каждом регионе сложились определенные традиции ввиду определенных условий. Также обращаем ваше внимание, что на Радоницу не принято было грустить по умершим. Напротив, стоило радоваться, что о них помнят живые. В христианстве также следует радоваться, что Христос воскрес и жизнь победила смерть, но следует это делать все-таки сдержанно. Конечно же, вы можете возле могилки оставить освяченную Пасху и пасхальные яйца. Конечно же, что нельзя делать в этот день? Ну, во-первых, нельзя стирать, нельзя шить, нельзя убирать, выполнять какую-то физическую работу, нельзя и сажать огород, нельзя ссориться и кричать. Как же правильно поминать усопших в этот день? Принято перед поездкой на кладбище сходить на службу в церковь и помолиться за ушедших в мир иной, поставив свечи, а также посетить панихиду. Еще в этот день следует приводить в порядок могилы близких людей, а также принести с собой цветы и свечки. При этом важно помнить, что еда, алкоголь и курение – это на ваше усмотрение. Но все-таки мы рекомендуем от алкоголя все-таки курения отказаться. Какие же молитвы говорить в этот день? В родительский день церковь советует читать молитву об усопшем христианине, молитвы вдовца и вдовы, молитва родителей о почивших детях, чин литии и другие. Далее, друзья, о чем мы хотели еще с вами поговорить. Нам задали вопрос, а можно ли в этот день убираться на кладбище? Вы должны понимать, что в день Радоницы живые поминают усопших и празднуют победу жизни над смертью, свято веря в то, что их близкие попали в Царствие Небесное. Отсюда и само название праздника от слова «радость». До этого дня могилки умерших родственников должны быть приведены в порядок. Вымыты памятники, окрашены оградки, земля убрана от листвы и сорняков. Но также обращаю ваше внимание, что если вы по какой-то причине, например, далеко находитесь от этого места, много у каждого разных причин, правда? Поэтому разрешается и прибраться, конечно же, в этот день. После уборки на могиле усопшего зажгите свечу, помолитесь и обязательно помяните съестным угощением. А также, друзья, вот такой вот день, когда мы рекомендуем провести те обряды, которые совершали и делали наши предки.
Но если в вашем регионе есть что-то еще, делайте это. Вы должны иногда понимать, что иногда есть какие-то моменты, что вы делаете, идет от вашего сердца. Вот вы приняли решение, например, вот угостить того или иного человека. Сделайте это, не постесняйтесь. Вы должны понимать, что, скорее всего, так высшие силы просят, чтобы вы, например, помогли или угостили, или что-либо сделали другое. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Обязательно, друзья, ставим лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной информации. Ну а прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам интуитивно будет интереснее, и смотрите, там это подсказки от высших сил, от Вселенной. Возможно, вы найдете там ответы на свои вопросы.